Приветствую каждого, кто пришел увидеть распаковку беззеркальной камеры Canon EOS R6 и узнать, почему я выбрал именно ее. Меня зовут Сергей Прохоров-Кунцевич, я фотограф-портретист. Добро пожаловать! Эта камера станет основной, поэтому если вам интересно, подписывайтесь на мой канал. Здесь будут раскрываться ее фото-видео возможности. Как вы можете заметить, упаковка достаточно лаконична, демократична и, на мой взгляд, привлекательна. Внутри содержится информационный буклет о новых технологиях Canon, обязательно ознакомлюсь с ним позже, гарантийный талон, руководство по началу работы. А вот чтобы разобраться с камерой и получить больше представления о ней, понадобится руководство по расширенным операциям, которое доступно на сайте Canon. Я его начал изучать еще полгода назад, физически не имея камеры. Ссылка будет в описании. Оно содержит 906 страниц. На моем канале есть обучающее видео по подключению камеры к Wi-Fi, так что если вы хотите освоить современные технологии от Canon и еще не знаете, как использовать свой телефон в качестве дистанционного управления камерой, посмотрите его. Оно должно появиться в правом верхнем углу. Извините за небольшое отступление. В комплекте проверенное десятилетиями зарядное устройство вместе с кабелем питания. Улучшенный аккумулятор с повышенной емкостью. Ремень и сама камера. Это что-то невероятное. Она такая легкая, приятная на ощупь, имеет защиту от внешних атмосферных воздействий, как раз под мои небольшие руки. Сенсорный поворотный экран. Нужно быть с ним немножко осторожнее, но зато могу использовать его под разными углами, что должно облегчить работу с камерой. Электронный видоискатель, который будет нуждаться в постоянном электропитании. Это новые технологии, но еще не смотрел в него. Должно быть что-то приятное. Диск управления режимами. Для меня он привычен. Джойстик массивный, с надежным ходом. Это не телефоны Sony Ericsson и Siemens из 2000-х годов. Два слота для карт памяти SD. На левой грани располагается ряд портов для подключения камеры к внешним устройствам. Здесь три отдельных отсека, каждый из которых находится под своей прорезиненной крышкой. Разъем для подключения внешнего микрофона. Как раз недавно купил петличный микрофон, который буду использовать и с этой камерой. Видео о нем можно посмотреть в подсказке. Разъем для наушников. Подключается пульт дистанционного управления, есть USB Type-C и мини HDMI. Выбирал я между EOS R5 и EOS R6. Сейчас объясню, почему не взял старшую модель. Во-первых, на данном этапе моего творчества 20 мегапикселей достаточно. Это среднее значение. Соответственно, перенос, редактирование и хранение изображений весом RAW файлов около 20 мегабайт не окажется проблематичным. А вот покупка R5 с 45 мегапикселями потянет за собой прямо сейчас дополнительные расходы на более мощный компьютер, карты памяти, жесткие диски и так далее. Что касается сильного кадрирования, у меня в этом нет необходимости, так как при съемке портретов есть возможность физически приблизиться к объекту. И еще, если учесть, что у большинства фотографов работа остается в интернете, иногда в фотоальбомах, то переживать по поводу мегапикселей вообще нет необходимости. Во-вторых, мне нужно дополнительное преимущество при слабом освещении, так как не всегда получается снимать с хорошим светом. А датчик 20 мегапикселей выдает меньше шумов, поэтому позволяет использовать более высокие значения светочувствительности. У R6 можно расширить диапазон ISO до 24800, а в R5 доступно 102400, это в 2 раза меньше. В-третьих, покупал эту камеру в качестве фотоаппарата. Приятным бонусом являются видеовозможности, ведь с ней доступно видео с разрешением до 4К с частотой 60 кадров в секунду и Full HD с частотой 120 кадров в секунду. Видео ранее не занимался, недавно завел YouTube канал, чтобы практиковаться, поэтому расширенные возможности видео 8К RAW, которые есть у R5, мне пока не нужны. В-четвертых, цена EOS R6 соответствовала бюджету, который был готов потратить на обновление.
Сейчас на рынке есть аналогичные камеры других производителей, например Sony. Но выбор мой зависел от нескольких факторов. Во-первых, дело привычки. Пользуюсь фотоаппаратами Canon в течение 21 года. В начале 2000-х годов был личный пленочный фотоаппарат Canon Prima Super 135N. Напоминает мне о нем коробка, которая до сих пор сохранилась. В ней находятся памятные вещи того периода жизни. Вот так выглядел дизайн упаковки у Canon 20 лет назад. Затем в 2010 году появился зеркальный фотоаппарат начального уровня 500D. И с 2011 года по сегодняшний день использовал 5D Mark II. Конечно, затянулся с последним обновлением, но у меня был перерыв в творчестве. Появление в 2018 году первой беззеркальной камеры Canon R меня не сильно заинтересовало, а вот уже 9 июля 2020 года Canon объявляет о выходе EOS R6 и EOS R5, стало ясно, что время пришло. Но получить желаемую камеру удалось только в феврале 2021 года. Это было связано с ограниченными поставками, моей жизнью на самоизоляции и другими обстоятельствами. Во-вторых, за десятилетия владения зеркальными камерами Canon появились качественные EF-объективы, которые никогда не подводили. И мне не хотелось реинвестировать деньги в линзы других производителей. Вместе с адаптером крепления EF EOS R на этой камере доступны все EF стекла. Для первого времени это спасение. Затем планирую обновить на линейку оптики RF. На этот адаптер будет отдельный обзор. Ссылка появится в описании. У Canon EOS R6 каждый может найти свои плюсы и минусы. Возможно, у вас другие потребности, и она не удовлетворит их. Поэтому желаю найти свой инструмент. Я бы ее рекомендовал тем, у кого есть потребность осваивать новые технологии, использовать по максимуму лучший на данный момент автофокус и кому необходима молниеносная серийная съемка со скоростью до 20 кадров в секунду. Уверен, эта камера заставит меня снова влюбиться в искусство фотографии. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео.